По результатам 2 опросов и голосований в сообществе YouTube канала мы с вами пришли к 2 выводам. Первое, плохие герои в рейде есть, безусловно. Ну и второй вывод, что среди легендарок этих плохих героев лучше не скармливать, а помещать на склад. Но хотя бы для того, чтобы не тратить на их прокачку ресурсы, давайте их все-таки обозначим. С вашей помощью накажем этих недостойных чемпионов. Привет, погнали к делу. Барон. Войдовый и довольно устрашающий выглядящий герой. Один из старожилов рейда, это одна из самых первых легендарок, которая появилась вообще. Конечно, потенциально имбовость его заключена вот в этом секретном навыке, которым он атакует всех врагов и наносит чистый урон, игнорирует щит и блок урона. На самом деле, мощь разрушительная. Проблема в том, что активируется эта штука рандомно, с разным шансом, ничего предсказать невозможно, и на практике это никому нигде не интересно. На авто очень достойный множитель и бьет хорошо, но этого точно недостаточно, чтобы вытащить его со дна рейтинга. Барон, надо с тобой что-то делать. Надеюсь на ребаланс. Fatality. Пиксниэль. Героиня в кавычках новогодний подарок. Пожалуй, это худшее новогоднее слияние, которое было за всю историю игры. Был Николас, был Тормин, и вот была она. Какое-то недоразумение. Есть игроки, которые удосужились влить в нее вот это просто неприлично огромное количество книг, тут их под 20-ку. И даже с этими книгами она не заиграла. Вообще, по задумке, она должна была противостоять командам, которые нас замораживают, и при этом замораживать их в ответ. Но работает все это с дичайшим рандомом, и по этой причине героиня не завоевала любви в массах. Увидеть ее на арене практически невозможно. Ну а куда-то еще, вот в теории здесь второй навык говорит о том, что можно было бы на клан босса пристроить, но слабость на него она не накидывает. Ну а бонус защиты и регенерация в чистом виде это не настолько сильный аргумент, чтобы занимать ею слот. Finish her. Fatality. Кантра. Могу в кавычках похвастаться, что героиня у меня есть, охраняет склад давно и уверенно. К сожалению, получил я ее не на слиянии, а выпала мне с осколка. Обращаем внимание на второй навык, и вот этот перечень дебафов просто поражает воображение, действительно их много. Но предсказать, что наша Кантра вытворит в конкретный момент времени, мы не можем, а потому и нет особого желания встраивать ее в какой-то стабильно применяемый пак. Автоударом она с вероятностью крадет у цели случайный бонус. Не спорю, это полезно, но это рандомно и это соло, поэтому, ну, вообще ни о чем. Аура может помочь в роковой башне, там меткость очень важна, у врагов просто тонны сопротивления, но альтернатив в игре предостаточно. Вероятно, героиню можно от безысходности применять на войнах фракций, но криптоварваров это далеко не самое трудное в игре, и там очень много классных героев, которые помогут закрыть без участия этого легендарного корма. Finish her. Fatality. Вергумкаар. Уникальный и, пожалуй, самый гигантский герой в этой игре. Дизайн мне честно нравится, очень выбивается из общего ряда героев. Вероятно, задумывался он как тот, кто будет противостоять пакам на арене с навыком провокация. То есть всяким визиям, хангарам, молли и так далее. Он сам к провокации иммунен и может снимать ее с союзников. Поэтому ситуативно, да, это полезно. Но альтернативных героев, которые смогут это сделать, но помимо этого будут еще приносить пользу, в игре предостаточно. И по факту нигде он нам не пригодится. Иногда можно сводить его на краба в роковую башню за счет щита, но на самом деле есть гораздо более эффективные варианты, как фармить этого краба в соло тем же Вергисом. Поэтому получается красивый, с уникальным внешним видом герой, с, в общем-то, на бумаге неплохим функционалом, который просто по факту нам нигде не пригождается. Finish him. Fatality. Якарл. Одна из самых новых войдовых легендарок в игре с обалденным, на мой взгляд, дизайном. Действительно такой, ну прям мужичара с ледяным топором, красотища. И знаете, на самом деле, вот прямо сказать, что все у него тут плохо,
какого-то конкретного косяка выделить не могу. Анализируя навыки, понимаем, что это герой заморозки. В разных комбинациях он тут ее проворачивает. Но на практике получается у него все это дело нестабильно, поэтому контроль ну так себе. Бьет он даже в хорошем шмоте не впечатляюще. Ну и во многом поэтому мы его и не встречаем на арене. Он пришел ко мне на один из твинка аккаунтов, и я не стал его качать, даже учитывая, что он был в тот момент единственной легендаркой. Ну, нет ему на данный момент достойного практического применения. Finish him. Fatality. Мачеха. Красотка! Одни летающие вокруг мухи чего стоят, не говоря вот об этих вот образованиях типа фурункул. Да, жесть! Должна убивать противников просто своим внешним видом. Товарищи, бомбы на сегодняшний день в игре вне меты. На арене они проблематичны, потому что распространены соппор-паки и меткости часто не хватает для их наложения. Ну и кроме того, срабатывают они не мгновенно, и у соперника всегда есть шанс их снять. Штраф-атаки, да, хорошо, возможно это было бы интересно на клан-боссе, но бомбы там абсолютно непригодны. Поэтому, несмотря на то, что, кстати, у нее и множители неплохие, она бьет сама по себе здорово, но применять ее на практике просто негде. Арена 3 на 3 это потолок, и опять же против слабых противников, у которых мало сопротивления, повторюсь, и которым нечем снимать эти самые бомбы. Finish her. Fatality. Тила. Еще один легендарный подарочек в кавычках от разработчиков, чуть более чем полностью бесполезная героиня. В криптах орков от нее пользы никакой нет, просто-напросто она там не нужна. Выжигание здоровья накладывает с кулдауном в 4 хода и в соло-цель. То есть это хуже, чем у большинства эпических героев, которые могут это делать чаще, на большее количество ходов, либо массово. Ну и паразит, который лично я люблю использовать на клан-боссе на своем твинка-аккаунте. Но опять же, кулдаун с книгами 4 хода запредельно долго, на практике просто нигде это не применить. Finish her. Станция студенческая. Fatality. Киллиан счастливый. Ох уж и гусь, сколько ж он мне нервов вымотал до тех пор, пока я его не скормил. Сколько гайдов я смотрел, где оправдывали его никчемность, где говорили, что он полезен на войнах фракций. И когда я закрыл баннеретов и закрыл я с архимагом Хельмутом, который смог накладывать оглушение и контролировать охрану финального босса, необходимость в Киллиане на сегодняшний день вообще отпала. Просто Хельмут перекрывает его с головой, а какого-то иного применения у этого носатого товарища никогда и не было. Он ценился только за крипты. Ребята, это гарантированный житель склада. Киллиан, давай удачи. Finish him. Fatality. Астролит. Уже так и вижу комментарии тех знатоков арены, которые напишут: «Да ты что, Астролит это топ, ты видел, что она творит на арене?» Ага, творит в детской песочнице в первой половине голды 4, где творить зло может вообще любой герой. Бесполезный бомбовик с механикой обмена здоровья, единственная польза это аура скорости, которая действительно на арену зайдет. Но тратить слот в отряде только ради ауры, ради вот этого довольно страшного, на мой взгляд, существа в маске, я бы не стал точно. Finish her. Fatality. Самар Малахит. Я изначально был в восторге от этого дизайна, не знаю, с детства люблю два цвета, фиолетовый и вот такой изумрудный. Может быть, перечитал «Волшебника изумрудного города» и какая-то у меня слабость к этому есть. Герой, который в начале раунда накладывает на себя блок урона, также он умеет массово атаковать и ворует 2 случайных бонуса у врага. Во время всех тестов, которые я смог посмотреть и найти, игроки старались встроить его в соппор-пак на арену. Бьет он сильно слабее, чем мы от него ожидали. Блок урона с него, естественно, можно снять. Ну и, в общем, получается, что это интересный и внешне, и по описанию герой, который не нашел своего применения в сегодняшней мете. Finish him.
Fatality. Нагдар головорез. Привет из Средиземья, очень люблю эту стилистику, ну и вообще все, что творил Толкин. Но не люблю то, что сотворили с этим героем Плары. В общем-то, у Ногдара очень крутая, одна из самых высоких баз-атаки в игре. Но это герой-самоубийца, как все мы знаем, он тут жонглирует какими-то своими способностями, то помирает, то бьет, но помирает он как-то больше и чаще, чем хорошо бьет. Некоторые энтузиасты до сих пор пытаются делать с ним что-то на арене и пробивать соппор-паки, и даже нахваливают, но, по-моему, это они делают от скуки. Большинству игроков Ногдар не пригодится вообще нигде. Ну и оценки здесь справедливые, объективные, поддерживаю. Finish him. Fatality. Нобль. Вот и до новой фракции Воин Сумрака дело дошло. Нобль уже зарекомендовал себя, прямо на стримах мне про него писали, что дно, посмотрел оценки действительно так. Посмотрел описание навыков, всю его эту историю, игру со страхами и так далее, и так далее. Посмотрел несколько видео иностранных блогеров, которые встраивали его в топовые сетапы на арену. И действительно там вся эта механика его со страхом не давала абсолютно никакого результата. Поэтому что по описанию, что в плане народной в кавычках любви, что в результате тестов на арене, герой оказался совершенно неприменим. И думаю, что даже когда введут крипту Воин Сумрака, особого применения там мы ему не найдем. Finish him. You will die, mortal. Fatality. Клео. Новая, очень интересно выглядящая героиня с крыльями, по-моему, подобных фигурок еще не было. И я предполагаю, что ввели ее для того, чтобы оживить Тею, героиню, которую мы получаем с 40-й башни. Она под воздействием штрафов порчи бьет действительно сильно. Ну и сама Клео комбинируется с этой порчей. То есть вот, допустим, здесь она блокирует навыки тем, у кого эта порча уже есть. Здорово это все выглядит. Может быть, когда-нибудь найдут этому какое-то уникальное применение. Но на практике все вы знаете, как устроена арена. И чаще всего у нас просто нет возможности наложить сначала одно, потом другое, потом третье. И все это каким-то образом закомбинировать. Очень мала вероятность, что цепь событий выстроится именно так, как нам бы хотелось в теории. На самом деле и оценки ей здесь уже выставили, и выставили вполне справедливые. Finish her. Fatality.